Мы сейчас находимся в Кабулете, Грузия. Данный памятник является неофициальным символом этого курортного городка. Кабулете находится в 30 километрах от Батуми. Многие задаются вопросом, где отдохнуть, в Кабулете или Батуми. Данный ролик является ответом на этот вопрос. Кабулете еще в 80-е годы считался всесоюзной здравницей. Сюда ехали отдыхать со всего СССР. Ну а сегодня этот курорт по праву считается самым оптимальным местом для летнего отдыха по соотношению цена и количество свободного места на каждого отдыхающего. В Кабулете каждый отдыхающий непременно найдет свое местечко у моря, в котором он может с уютом расположиться со своей семьей, и вам никто не будет дышать в спину или ходить по ногам, как это принято в Батуми или курортах Краснодарского края. Я отдыхаю в Кабулете уже в 3-й раз. И поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Сегодня вы узнаете, что посетить в окрестностях этого курорта, куда можно сходить пешком, а куда поехать на машине. Где можно вкусно и недорого покушать, покажу места, где можно покушать недорого и с изыском, а также вы увидите несколько гостевых домов и отелей различных ценовых категорий на любой кошелек и каприз. При выборе Кабулете местом своего отдыха вам необходимо определиться с местом проживания. Город имеет необычную вытянутую структуру. В советские времена именно в Кабулете была самая длинная улица Ленина в мире. Сейчас она носит название Агмашенебели. Длина этой улицы составляет 9 километров. И располагается она вдоль Черноморской набережной. Именно на этой улице находятся отели так называемой первой и второй линии. Второй основной улицей в Кабулете является улица Шоту-Руставели, и располагается эта улица параллельно улице Агмашенебели. Но основным критерием при выборе ночлега является не выбор улицы, а выбор района города. Центр города, район парка или северная часть, так называемый эко-пляж. У каждого из этих районов есть свои преимущества и недостатки. Сейчас мы их разберем подробно. Центральная часть города располагается близ рынка, банков, автостанций и других важных объектов туристической инфраструктуры. Если вы выберете другой район, сюда вам в любом случае придется приезжать за продуктами или другими товарами и услугами. Плюсами данного района является доступность всей инфраструктуры, ведь основные кафе находятся именно здесь. Минусом района является его перенасыщенность людьми и заполненность пляжей. Если вы интроверт, это место вам может не подойти. Район парка подходит тем, кто привык к спокойствию и уединению. Находится всего в 2 километрах от центра, но уже избавлен от проблемы занятых мест на пляже. Здесь уже не ощущается городская суета, а городской парк добавляет спокойствия и умиротворения этому местечку. В данном месте я как раз остановился в августе 2023 года. Могу смело порекомендовать свой отель Жима отель в Кабулете. В этот раз я решил остановиться в парковой части города и ни разу не пожалел об этом решении. Еще из России я забронировал отель на сайте georgiagrusia.com, и о данном отеле я ничего не знал. Немножко кусалась цена, но мне понравилось, что они не требовали предоплату и дали номер на необходимые мне даты. Уже приехав в отель, я обнаружил, что не прогадал. Дети сразу же нырнули в бассейн, а мы с супругой разместились в кафе этого отеля. Ценник на еду довольно гуманный. Огромным плюсом для меня стало наличие парной и бани. Как же хорошо с длинной дорожки принять теплую баньку. Я тут пообщался с множеством отдыхающих. Давайте они сами расскажут немного о своем отдыхе в этой гостинице. Всем привет, из Грузии. Мы сами из Литвы, из Вильнюса. Всем привет, меня зовут Игорь, дочь София, мы из Пензы, из России. Привет, это не Юля, я Гинтерас, мы с Литвы. Здесь приезжаешь, с людьми становишься родными. Если кому-то интересно найти родственников новых, милости просим в отель Джима в Кабулете. Это действительно здесь становишься родными. Новых родственников здесь 100% найдете. Нас встретили в аэропорту, все очень нравится. Не знаю, такое впечатление, что попал как-то в какой-то другой рай. А заходя в отель, просто удивляешься. Вот как вообще, вот слов, вот очень сложно подобрать слова,
как можно описать хозяев этого отеля и сам отель? Это радушие, искренность. Обожаем Джима, обожаем Зазу, хозяина, и его милую супругу Нону. Обожаем Джима. В этом отеле мне понравилось все, и следует отметить, что все номера были заняты. В день, когда мы выезжали, в наш номер уже приехали новые постояльцы. Вы можете его забронировать любым способом, но важно, что на букинге цена будет на 20% дороже за счет комиссии букинга. И для бронирования необходима зарубежная банковская карта. Я бронировал этот отель на сайте georgiagrusia.com без предоплаты и комиссии. Платил наличными в отеле по факту на месте по приезду. Как они это делают, я не знаю, но выгодно и удобно, поэтому пользуйтесь. Весной и осенью данная часть города выглядит вот так. Местные жители называют это место эко-пляж. И его облюбовали кемперы и дикие туристы. Здесь находится очень большой автокемпинг. И именно в этом месте начинаются знаменитые магнитные пески Аджарии. Если вы хотите подлечить суставы и воспользоваться всеми благами от пребывания на море, то welcome эко-пляж. Это ваш выбор. Свойства магнитного песка я проверил лично своим магнитом. Сухой песок магнитится, и ехать в Уреке или Магнетите нет никакого смысла. Можно остановиться тут, в Кабулете. Тем более тут нету народа, так как разрекламированные пляжи Уреки привлекают толпы туристов, а про эко-пляж мало кто наслышан. Проезд по городу стоит всего 70 тетри на автобусе и 1 лари на маршрутке. Поэтому транспортных проблем вы не испытаете и можете отсюда добраться до центра на рынок и магазины. Я вам сейчас покажу несколько мест в зависимости от места, где вы остановились. В северной части города выбор вообще невелик. Из ресторанов есть только ресторан Кент и пиццерия, которая там вот рядышком тоже находится. Цены довольно-таки высокие, качество среднее. А в парковой части выбор уже гораздо лучше. Здесь располагаются рестораны Level Up, Чиро, пиццерия номер 1 и столовые. Все эти заведения отличаются отличным выбором, готовят вкусно, цены соответствуют уровню еды и сервиса. Проверен лично мной. Если желаете погурманить, ваш выбор Level Up или Чиро. Если же хотите вкусно и недорого, то, пожалуйста, столовая или пиццерия. В центральной части города выбор уже довольно-таки велик. Самым популярным и недорогим местом является столовая Унадара. Находится она на рынке за торговыми павильонами. Рекламы здесь вы не найдете, однако от посетителей нет отбоя. Спасибо. Дешево и сердито. Шаурма от Гиви на углях также пользуется спросом у туристов. Я сам около 10 раз ее покупал. Все хорошо и вкусно. Шаурма 9 лари, маленькая 11 и 15. Самая вкусная шаурма в Кабулете. Ну, а самым популярным местом у местных является кафе Шоакалаки. Однако парадокс состоит в том, что в городе два Шоакалаки. И я же говорю про то, которое находится вот здесь. Низкие цены, отличное качество. Грузины выбирают именно это кафе для семейных посиделок.
Так, это у нас от джакури со свининой. Оно стоит 8 лари. А это мои баклажаны с чесноком за 4 лари. Лимонад вот такой вот интересный. Он по 2 лари. Ребята, джакури такое классное, столько специй, соли, прям вообще оттяг такой. Если хочется прям посидеть, заказывайте еще дополнительно салатик и вот такой вот лимонадик. Нам принесли пиццу. Вот размер, в принципе, большой. Попробуем, какая она на вкус. Вкусно. Вкусно, ребята. Вкусненько. Вот это вкусненько. Всем привет! Меня зовут Айгуль, я из города Тольятти, это Самарская область. Мы находимся в Шуакалаке, очень известное столовое кафе в прекрасном курортном месте Кабулете. Хочу сказать реально огромное спасибо, что есть такие классные кафешки. Рекомендую всем. Куда выбраться в Кабулете, кроме моря и рынка? В пешей доступности тут есть только одно интересное место под названием «Болото Испании». Однако на велосипеде или машине открывается уже простор для выбора. И следует отметить, что в окрестностях Кабулете туристических мест не меньше, чем возле Батуми. Хотя, как по мне, их даже больше. Это парк музыкантов Шиквитилия, Дендропарк, парк Министра, крепость Петра, водопад Петра. Продолжать дальше. Огромным плюсом Кабулете является отсутствие пробок. Сюда можно легко доехать до ботанического сада в Чакве или смотровых площадок в горах, не опасаясь пробок. В Батуми въезд и выезд из города часто превращаются в муки. Батуми летом превращается в подобие мегаполиса. Кабулете как раз избавлен от подобных проблем. Сегодня мы с вами посетим северную часть города и 3 знаковых места. Первое место – это парк музыкантов. Это место придется по душе всем любителям музыки. В этом парке собрали памятники американских, английских и грузинских музыкантов и артистов сцены. При подходе к каждому из них из колонок раздается музыка этого исполнителя. Планируйте не меньше 2 часов на это место. Оптимальное время с детьми – 2-3 часа. Парк музыкантов работает вечером, и сейчас здесь очень много гостей. Второе место, куда мы заедем, будет Дендропарк. Это место находится рядом с парком музыкантов. Можно за один день заехать в Дендропарк и парк музыкантов. Время на прогулку закладывайте также в районе 2-3 часов. Это место особенно полюбилось моим детям. Они были в восторге от розовых фламинго, говорящих попугаев и огромного бамбукового леса. В летний зной это место отличный выбор для отдыха от палящего солнца и изнывающей жары. На парковке и в парке есть бесплатный туалет, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями. Третье место – это парк Министра. Первое, что бросается в глаза, это бамбуковая роща. Высокие деревья создают приятную прохладную тень. Свермагала находится сразу после съезда на дорогу до Азургети. Никакой вывески сейчас вы там не найдете. Поначалу мне казалось, что это частная территория и вход туда запрещен. Но на самом деле парк Министра работает каждый день и доступен абсолютно всем бесплатно. Мы нашли источник воды, где смогли утолить жажду и помыть найденные фрукты.
Зеленый туннель в центре парка – идеальное место, чтобы сделать классные кадры на память. Преимущество этого парка в том, что его мало кто посещает. Мы были в парке министра абсолютно одни. Аромат кедров, эвкалиптов и камфорных деревьев позволяют расслабиться и отдохнуть от шума города и дороги. В парке есть беседки и места для пикника. А детям больше всего понравился маленький пруд. Его заселили лягушками, которые изящно прыгают по большим листьям водяных лилий, какие раньше видели только в фильмах. Всем рекомендую парк Цвермагала. Для прогулки и отдыха достаточно 2 часов. Сам парк министра небольшой, но в нем хочется просто замереть и ни о чем не думать. Остальные места для выезда из Кабулети в Южный район смотри в этом выпуске на этом канале.